Вы обязаны вернуть в вашу жизнь Бога. Владыка Мория, 27 декабря 2013 года. Я есмь Эль-Мория. Сегодня я пришел к вам. Дорогие мои чело, возлюбленные, с каждым разом мой приход становится все более и более печальным. Да, я вынужден констатировать, что многие и многие мои ученики, на которых я возлагал надежды, сошли с пути. Иллюзия, ее очарование увело с пути многих из моих самых преданных учеников, которые были со мной на протяжении многих воплощений. И сегодня я констатирую этот печальный факт. Что же делать? Нужно ли паниковать и отчаиваться? Я скажу вам, что наши задачи не изменились. И меньшим количеством мы способны выполнить эти грандиозные задачи. Каждый из вас, моих учеников, находящихся в воплощении, становится на вес золота. Каждый из вас вынужден сражаться с тысячекратно превосходящими силами иллюзии. Что ж, вам это не впервые. Вспомните ваше воплощение со мной во времена короля Артура. Ваш рыцарский дух и преданность Богу должны пробудиться. Я должен вам сказать, что не все планы владык продвигаются так, как было задумано. Мы терпим одно поражение за другим и теряем самых испытанных воинов. Это прискорбно. Но я зову вас постоянно идти только высшим путем. Только в том случае, когда вы храните ваше сознание постоянно сосредоточенным на Боге, вы становитесь неуязвимыми для противоположных нам сил. Только преданность воле Бога, только решимость добиться победы, только желание выстоять. Я знаю, что тяжело. Я знаю, что многие сбились с пути. Но я также знаю, что исход битвы между светом и тьмой предрешен. И я знаю, что каждый преданный сотрудник братства способен противостоять целым полчищам сил смерти и ада. Рыцари Духа, вам предстоит сплотиться перед решающими битвами. Я скажу, что вам предстоит проявить все свои способности и таланты.
Вам предстоит отбросить все, что привязывает вас к иллюзии и ее проявлениям, как вовне вас, так и внутри вас. Именно сейчас, именно в это время нам предстоит выстоять и создать перевес сил на решающем участке битвы. Поэтому я считаю, что не стоит расслабляться, не стоит паниковать. Нужно выровнять боевые порядки и устремиться к победе. Да, не все получается. Да, численный перевес пока на стороне противоположных сил. Однако мы не устаем повторять вам, что победа будет за силами света, потому что это закон этой Вселенной. Вы должны каждую минуту и каждую секунду вашего пребывания в воплощении осознавать вашу связь с Богом. Только в этом случае вы получаете неуязвимую защиту света. Только в этом случае вы сможете продвигаться к вашей победе. Если же вы хнычете и ищете причины ваших неудач вовне вас, то вы никогда не достигнете победы. Все причины ваших неудач и поражений находятся внутри вас. Когда вы ослабляете вашу веру, когда вы теряете связь с вашим духом, вы становитесь уязвимыми для противоположных сил. И червь сомнений и уныния проникает в ваше сознание и неминуемо приводит к настроениям поражения. Поэтому каждый день без устали принимайте на себя ответственность за судьбу мира. Каждый день сохраняйте боевой настрой и преданность Богу. Я знаю, что противоположные силы применяют самые коварные приемы, и я говорю вам, что ваша защита и ваша неуязвимость находится в сохранении вашей связи с Богом. Сколько часов в день вы думаете о Боге? Сколько дней в неделю вы посвящаете молитвенным бдениям? Сколько дней в году вы делаете дела Бога и Владык? Вам нужно заняться бухгалтерским подсчетом времени, которое вы в вашей жизни уделяете Богу и Владыкам. И тогда вам станет ясна причина ваших поражений и неудач. Я ясно сформулировал стоящие перед вами задачи. Нет и не может быть никаких оправданий в вашей пассивности и лени. Нет возможности лежать на печи, когда враг одолевает вашу землю, ваших детей и близких. Каждый должен сражаться с иллюзорными силами вместо 10. И один может противостоять натиску 1000, если он с Богом. Я лично приду
и усилю каждого из вас, кто рискует в это время проявить решимость и противостоять иллюзорным силам ценой собственной репутации, собственной жизни. Ничто в данной сложившейся на Земле ситуации не имеет значения, кроме одного. Вы обязаны вернуть в вашу жизнь Бога. Любой ценой, даже ценой собственной жизни. Я благословляю вас на ратный подвиг во имя жизни. Я есмь Эль-Море.